1.2.16. Shushrushro Shradadhanasya Vasudeva Kataruchi Syan Mahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevanat. У вас есть? Все есть. О дважды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послание Васудевы. Склонность. Yeah. Okay. Комментарий Шрила Прабхупады. Причина обусловленности живого существа в том, что оно восстало против Господа. Есть люди, называемые девами, божественными живыми существами, а есть люди, называемые асурами, демонами, отвергающими власть Верховного Господа. В Бхагавад-гите, в 16 главе, дается яркое описание асуров. Там говорится, что асуры с каждой последующей жизнью опускаются на все более низкие уровни невежества, получая тела низших животных и лишая возможности узнать об абсолютной истине, личности Бога. Но милостью освобожденных преданных слуг Господа, действующих в разных странах согласно высшей воле, эти асуры постепенно очищаются, достигая сознания Бога. Такие преданные Бога находятся в очень близких отношениях с Ним, и когда они приходят, чтобы спасти человеческое общество от безбожия, их называют могущественными воплощениями Господа, сыновьями Господа, Его слугами или спутниками. Но никто из них не обманывает людей, провозглашая себя Богом. Такое богохульство совершают только асуры, а их демонические последователи принимают этих самозванцев за Бога или Его воплощение. В богооткровенных писаниях содержатся подробные сведения о воплощениях Бога. Никого не следует признавать Богом или Его воплощением, если это не подтверждается богооткровенными писаниями. Преданные, которые действительно хотят вернуться к Богу, должны почитать слуг Бога наравне с Ним самим. Таких слуг Бога называют махатмами или тиртками, и они всегда проповедуют в соответствии со временем и местом. Слуги Бога побуждают людей становиться преданными Господа. Они никогда не позволяют, чтобы их самих называли Богом. Как явствует из богооткровенных писаний, Шри Чайтанья Махапрабху был самим Богом, но выступал в роли преданных. Те, кто знал, что он Бог, обращались к Нему как к Богу, но он при этом затыкал уши и начинал повторять имя Господа Вишну. Он резко протестовал против того, чтобы его называли Богом, хотя он, вне всяких сомнений, был самим Богом. Своим поведением Господь предостерегал нас от бессовестных людей, получающих удовольствие от того, что их называют Богом. Слуги Бога приходят, чтобы распространять сознание Бога, и разумные люди должны всячески сотрудничать с ними. Тот, кто служит слуге Бога, доставит ему больше удовольствия, чем тот, кто служит самому Господу. Когда Господь видит, что Его слугам оказывают должное почтение, это приносит Ему большее удовольствие, ибо ради служения Господу Его слуги рискуют всем, и потому очень дороги Ему. В Бхагавад-гите 18.69 Господь провозглашает, что для Него нет никого дороже, чем тот, кто, рискуя всем, распространяет Его славу. Тот, кто служит слугам Господа, постепенно обретает качество этих слуг и становится способным слушать о славе Бога. Горячее стремление слушать повествование о Боге – первое качество преданного, достойного войти в Царство Бога. Шушрушо Шрадатанасya Vasudeva Kata Ruchi Syan Mahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevanat. О дважды рожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послание Васудевы. Склонность, да? Да.
affinity for, affinity, inclination. inclination, yeah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshataya Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Vajkaptaribhyasya Kripa Sindhu Bhyevacha Haridanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna Предния, как я сказал, это очень важный стих. И поэтому я читаю это на лекции, да? Часто. Inagta. So, yes. So, of course, in the verse, and in the purport for that matter, the type of devotees who we should serve are being described. Как в самом стихе, так и в комментарии описываются преданные, которым мы должны служить. And, well, verse says their devotees are completely freed from all vice. В стихе говорится, что нужно служить преданным, свободным от всех пороков. Commentary in the commentary, Srila Prabhupada says it's those devotees who are serving the Lord and delivering the conditioned souls. Шрила Прабхупада говорит в комментарии о преданных, которые служат Господу и способствуют освобождению обусловленных душ. And of course, these devotees who are, you could say they're like the best of the devotees, they are the most important amongst the devotees. Таких преданных можно назвать самыми лучшими среди преданных, и они занимают наиболее важное положение в обществе. But in a broader, more general sense, it can include any devotee. Но на самом деле под это определение в более широком смысле может подходить любой преданный. You may have read the book Srila Prabhupada in Germany. Вы, возможно, читали книгу Шрила Прабхупады в Германии. Prachitali. Почему? На русском языке нет книги. Не существует. Почему? Хорошая книга. There's all sorts of interesting things there. В этой книге есть очень много интересных описаний. But one thing I found very interesting. Но вот что мне понравилось очень сильно. Srila Prabhupada made his first visit to Germany. Шрила Прабхупада впервые приехал в Германию. И в Германии, да? Германии в это время был не больше, чем один преданный. Один. И он был как молодой человек, очень молодой, 18 лет. Серьезно. И его имя был Кришнадас. Да. И Кришнадас сейчас он практикует сознание Кришны в Америке. Но в это время, В то время. то время,
время он был 18 лет. Может быть, здесь никто меньше, чем 19 лет, я не знаю. Сколько вам лет? 21. О! Старый. Он был 18, как мальчик. Когда, вы знаете, первый раз я слышал, может быть, Шрила Прабхупад говорит, what? Boys and girls. Мальчики и девочки. Мальчики и девочки. Я был 21. Старик. И я подумал, мальчик? Я не мальчик. Я 21. No. What's it now? According to. Согласно. Согласно ведическая культура. Ведической культуре. Ведическая культура. What? A male. Мужской. Мальчик и female. Женская. Девочка до 40 лет. 40. И поэтому, может быть, сейчас у нас есть несколько мальчиков и девочка. Я не знаю. Okay. Anyway, back to Germany. So Prabhupada was there, and that was it. Итак, Шрила Прабхупада приехал в Германию, и в Германии вот таким образом обстояли дела. И если вы думаете, что мой русский плохой, это правда, я знаю. Но Кришна Дас, 18 лет, он не знал немецкий язык. Может быть, я не Achtung or something. He didn't speak German. Он не говорил по-немецки, ничего. И поэтому было трудно для Прабхупада читать лекции, потому что в это вот то время в Германии люди не говорили по-английски. Сейчас много, очень много, но в то время было редко. И поэтому Шрила Прабхупада жил в храме, был маленький храм, очень маленький, был магазин. И Шрила Прабхупада большинство времени читал Харе Кришна, повторял Харе Кришна. И один день был Экадаси. И Шрила Прабхупада, what would you say, от утра, from the morning till the middle of the day. С самого утра до полудня He just chanted japa. Читал джапу. And he was just very deeply absorbed in his japa. Он очень глубоко погрузился в воспевание. And when he finished, around 12 o'clock, he approached Krishna Das. И когда он закончил читать джапу, примерно около 12 часов дня, он обратился к Кришнадасу. And he asked him quite an amazing question. И он задал ему очень удивительный вопрос. Krishna Das, will you pray to Krishna for me? Кришнадас, ты будешь молиться Кришне за меня? Krishna Das was in that subject.
he had been a devotee for a complete 2 years. Он был преданным полных 2 года. Yeah. He joined when he was 16. Присоединился к движению, когда ему было 16 лет. And now Srila Prabhupada, the world Acharya, is asking him to pray to Krishna for him. А Шрила Прабхупада, ачарья мирового уровня, просит Кришнадаса молиться за него. And Krishnadas became bewildered. И Кришнадас был сбит с толку. I think I would become bewildered too, even now. И я думаю, что даже я был бы сбит с толку даже сейчас. And he didn't really know what to say. И он не знал на самом деле, что ответить. And he said, Srila Prabhupada, I don't think it would work. Он сказал: Шрила Прабхупада, я не думаю, что это поможет вам. Поможет или reported, you say reported. Сработает. Yeah. I don't think Krishna would listen to me. Потому что я не думаю, что Кришна послушает меня. Because he's thinking, who am I? I'm just hardly a devotee. Потому что он думал, ну кто я такой? Я едва ли стал преданным. And who is Srila Prabhupada? He's just the greatest devotee living. А кто такой Шрила Прабхупада? Это величайший преданный, который находится сейчас здесь. So, yeah. So, but then Srila Prabhupada was in he was always in a humble mood, but he was now in a very, very humble mood. Шрила Прабхупада всегда пребывал в очень смиренном настроении, но задавая этот вопрос, он проявлял свое особое смирение. So when Krishna said, I don't think Krishna would hear me, когда Кришнадас ответил ему, что я не думаю, что Кришна услышит меня, because he was thinking, Krishnadas was thinking, Krishna has so many devotees, потому что Кришнадас думал, у Кришны так много преданных, billions and trillions and zillions. Миллиарды, триллионы и зиллионы преданных. Veliki, predanir, sure. And he's just a beginner. А он всего лишь начинающий. So this is how he was feeling. This is how we must feel. Но он чувствовал так. И, может быть, мы должны чувствовать так тоже. Хорошая идея. Но он чувствовал так. То время. Yeah. But Prabhupada said, no. Но Прабхупада сказал: нет. You're a devotee. Ты преданный. Krishna will hear you. Кришна услышит тебя. Yeah. So in other words, even though Prabhupada's such a great devotee, he felt he could get some mercy of the Lord from or through this young devotee Krishnadas. Несмотря на то, что Шрила Прабхупада является великим преданным, он был убежден, что он мог обрести милость Господа через этого начинающего преданного. Right. So here then, this verse in purport is emphasizing particularly advanced devotees, significant devotees. Этот стих и комментарии прославляют важность служения важным преданным, значимым преданным. And of course, they're the main ones who we can get mercy from, and if we serve them, Krishna will really appreciate it. И, конечно, они, такие преданные, являются главным источником милости, которую мы можем получить от Кришны, если будем служить им. Yeah, but it can also be applied in a broader sense. Но на самом деле можно рассмотреть в более широком смысле это определение. И поэтому, what would you say? В моем мнении. По моему мнению. По моему мнению. You. Okay. Мне кажется, что это возможно получить милость Кришны
Через what? Всех вас? Всех вас? Всех. Всех вас. Серьезно. Это не шутка. И поэтому мы должны быть очень осторожны, да? Осторожны и what's the word? Respectful. Почтительный. Почтительные. Когда мы общаемся с преданными здесь, в Saratov. Серьезно. Я был, один раз я был, well, I was there many times, but when Prabhupada gave class. Я много раз присутствовал на лекциях Прабхупады, But one time I was there, it was in Bhaktivedanta Manor, но однажды я присутствовал на лекции в Бхактивиданта Мэннере. and Srila Prabhupada was giving class. Шрила Прабхупада читал лекцию, And he was sort of emphasizing this sort of point. и он как раз подчеркивал важность именно этого момента. We should take the devotees, all the devotees, seriously. Нам нужно всерьез относиться ко всем преданным. And Srila Prabhupada said, you do not know who you may be sitting next to right now. И Шрила Прабхупада сказал, вы на самом деле не догадываетесь о том, с кем вы сейчас сидите рядом. And everyone looked around. И каждый начал смотреть по сторонам. And Prabhupada said, you may be sitting next to Narada Muni. Вы, может быть, сидите рядом с Нарада Муни. Wow. Narada Muni? Narada Muni? Who's that? But anyway, there's a very simple basic point, but very important basic point. Это очень простой пример, но достаточно понятный. And there is a very extremely important result that one gets if one does that. Чрезвычайно важный результат можно обрести, если развить такое понимание. This is Sutta Goswami speaking. Говорит Сутта Госвами. And he says, if you do such service to the devotees, then you get a very specific result. Если вы предлагаете служение таким преданным, то вы получаете определенный результат. You get sklonost, vipolachitya, sklonost. You get an affinity, an attraction sort of thing for hearing about Krishna. В ваших сердцах пробудится жажда и желание, стремление слушать послание о Кришне. This is very important. И это очень важно. Because you know, amongst the devotional activities, there are 9 devotional activities. Есть 9 видов преданного служения. Amongst them, first is Shravanam, hearing about Krishna. На первом месте стоит Шравана, слушание о Кришне. And after that, Kirtanam, chanting about Krishna. И на втором киртанам прославлять Кришну. И после этого, что помогаете мне? Смаранам. Спасибо. Because if you hear, then you can chant. Если ты слушаешь, то ты можешь и воспевать. If you have never heard about some subject, you cannot chant about it at all. Если ты никогда не слышал о каком-либо объекте, то ты не сможешь ничего пересказать. I remember first time I met Russian devotees. Я помню, как первый раз я встретил русских преданных. It was in Riga, Это было в Риге, in our temple in Riga. в нашем храме в Риге. If you think that now my Russian is bad, Если вы считаете, что мой русский, теперешний русский плохой, at that time мой русский не существует. 108%. Я не знал, да и нет. Я не знал.
So they're talking in Russian, А они говорили со мной на русском языке. and I couldn't understand anything. Я не мог понять ни одного слова. And I spoke to them in English, А я говорил с ними по-английски. and they didn't understand anything. И они не могли понять ни слова. We became very good friends, though. Тем не менее, мы стали хорошими друзьями. Sometimes we use sign language. Иногда мы пользуемся языком жестов. Туда, сюда, вот сюда. But anyway, it's a simple point. If you haven't heard about something, you can't chant or talk about it. Это простой пример. Если ты никогда не слышал о чем-то, то ты не сможешь и пересказать об этом. And then, of course, you won't be able to remember it, И, конечно же, ты не сможешь памятовать об этом, because you just don't know about its existence. потому что ты даже не подозреваешь о существовании этого объекта. And therefore, there is a sequence in these activities. И поэтому установлена специальная очередность видов деятельности. First you hear, then you chant, and when you chant, you hear also. Когда сначала ты слушаешь, и когда ты услышал, ты можешь воспевать, пересказывать, и ты можешь тоже слушать одновременно. And then when you have heard and chanted, then you can remember whatever it is. И когда ты услышал и воспевал, пересказал, то тогда ты можешь и помнить. And in this Kali Yuga, the process is to chant and hear the holy names of the Lord. В Кали-югу процесс таков: слушать и воспевать святые имена. But sometimes some devotees find it difficult to focus nicely on chanting Hare Krishna, hearing Hare Krishna. Но иногда некоторые преданные находят для себя достаточно трудным слушать о Кришне, воспевать о Кришне. Иногда. What? Случится? No. Does it happen to you sometimes? Случалось ли с вами подобное иногда? There's what? Два. Если вы хотите понимать, вы можете спросить. But we know sometimes devotees find it difficult. Но мы знаем, что иногда для преданных это становится сложным. The mind is prone to go in all directions other than Krishna sometimes. Ум склонен привлекаться всем чем угодно, кроме Кришны. So, but the thing is, it's so important to get a sklonnost, like privlekatelnost, would you say? Влечение. Huh? Влечение. Okay. For chanting the holy names, studying Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Очень важно развить склонность к слушанию послания Бхагаватам, Бхагавад-гиты и к воспеванию святых имен. Yeah. So, but how to do it? Но как это сделать? Of course, you can always try and beat yourself over the head. Конечно, всегда можно побить себя по голове. Chant Hare Krishna. Ой, Харе Кришна. But there must be an easier way. Но должен быть более легкий способ. And this is the easier way. И вот он нам дается. But it seems a little mystical or magical. Но кажется он каким-то мистическим, волшебным. You serve the devotees and you find you're becoming attracted to hearing about Krishna. Ты служишь преданным и внезапно обнаруживаешь, что возникает влечение слушания послания о Кришне. What is the relationship, the connection? They seem to be just unrelated activities. И как это работает, как это взаимосвязано. Внешне кажется, что эти два процесса никак не связаны. Now you know that if you're hungry, you eat something and your hunger goes away.
Когда ты голоден, стоит покушать, ты точно знаешь, что ты сыт. There's an obvious relationship between your eating and your hunger going away. Взаимосвязь очевидна. После того, как покушал, голод пропал. But here it seems there's no obvious relationship. Но в данном случае кажется, что очевидной взаимосвязи нет. That you serve the devotees, but then you're attracted to hearing about Krishna. Ты служишь преданным, а потом внезапно появляется склонность слушать о Кришне. Before you were not attracted to hearing about Krishna. Хотя до служения преданным склонности к слушанию не было. When the Srimad Bhagavatam class started, Когда лекция по Шримад Бхагаватам началась, you would look at your watch. вы на часы смотрели. How long is he going to talk for? И сколько он, интересно, будет говорить. What's for breakfast? А что у нас там сегодня на завтрак? Buvayat nectar. So, yeah. But now suddenly, you're just interested and you're really getting into it and you don't fall asleep. Но внезапно, после служения преданным, просыпается эта склонность, и на лекции по Шримад Бхагаватам вы уже не засыпаете. И вопрос, что происходит? How does it work that Как это работает? you do this thing and you get a totally different result? Какая взаимосвязь? После служения преданным совершенно другой результат, склонность к слушанию. No, you can understand, you serve the devotees, they become your friends. Было бы более понятно, если служишь преданным, и они становятся твоими друзьями. You can see the relationship. Взаимосвязь видна. So anyway, how it works is a very important point. Как это работает? Это очень важный момент. Well, there's 2 points actually. Два момента на самом деле. One point is that the devotees are very, very dear to Krishna. Первый момент. Преданные очень, очень, очень дороги Кришне. Including the devotees from Saratov. Включая всех преданных Саратова. No. Haribol. Харибол. И Induleka Prema Toja. Valina Radha Toja. Так далее. Это правда. And then, so when you serve the devotees and help the devotees and please the devotees, Когда вы служите преданным, помогаете преданным, стараетесь сделать преданным приятным, then Krishna becomes very happy with you. тогда Кришна очень счастлив, видя ваши стремления. Prabhupada gave an example in this regard. Шрила Прабхупада приводит пример в этой связи. That if you want to develop a relationship with some very rich, important person, Если вы хотите развить взаимоотношения с богатым, влиятельным человеком, and you are not very rich or important, а сами вы не очень богатые и влиятельные, может быть, вы работаете на заводе. Симдане Кастимитяга. So you're just an ordinary person. вы просто обычный слесарь. So how are you going to develop a relationship with this other person? И каким же образом вам развить взаимоотношения с этим богатым, влиятельным человеком? Prabhupada gives the example that if you see that man in the park with his little grandson, Шрила Прабхупада говорит, если вы увидите этого человека со своим маленьким внуком в парке, you can go and give the grandson one sweet, вы можете подойти и угостить внука конфетой. and it costs very little. Конфета стоит недорого. And you're not giving it to the rich man, you're giving it to his little grandson. И конфету вы даете внуку, а не этому богатому, влиятельному человеку. But because that little grandson is very dear to that rich man, he becomes pleased with you for doing that. Но поскольку этот маленький внук очень дорог этому богатому, влиятельному человеку, он очень счастлив и рад, что вы удовлетворили его. So this is the principle which is involved here. Вот об этом принципе идет речь.
And even Prabhupada says in the purport, Шрила Прабхупада говорит в комментарии, the Lord is more pleased when he sees his devotees are properly respected than when he sees himself respected. Господь черпает большее удовлетворение в том, чтобы видеть, как служат Его преданным, чем Ему самому. So, devotees, predanir, my suggestion, мое предложение, старайтесь, что вы думаете, старайтесь очень серьезно и смотреть, что это, как сказать, результат, потому что результат будет, если вы стараетесь делать искренне, результат будет. И это милость Кришны, это большая милость Кришны. And then there's a second aspect, И второй аспект, that serving someone, when you serve someone, you are, in a certain sense, associating with them. когда ты служишь кому-то, ты в определенном смысле получаешь его общение. Yeah. Krishna is present in his service. Кришна лично присутствует в служении Ему. And when we serve the devotees, it's a subtle type of association. И когда мы служим преданным, это тонкий вид общения. And Prabhupada says here in the commentary that when you serve devotees, you are associating with them and you develop their qualities. Шрила Прабхупада говорит, когда мы служим преданным, то мы развиваем качества преданных, которым мы служим. Yes. And this is recognized in just ordinary material life. И это очевидно даже в обычной материальной жизни. По-английски есть поговорка. If you associate with thieves, you become a thief. С кем поведешься, от того и наберешься. Есть по-русски тоже. О, хорошо. Если вы общаетесь с ворами, вы станете вором. And then, so, there's very, in Nectar of Devotion, when this point is mentioned, a very interesting example is given. И когда речь идет в этом контексте, то приводится очень хороший пример. Yeah. One person is speaking to his son, who is a great devotee. Один человек обращается к своему сыну, который является великим преданным. And he tells him, wherever you're going, just watch out to see if there are any Vaishnavas. Куда бы ты ни отправился, берегись вайшнавов. And if you see Vaishnavas, avoid them. И если ты увидишь их, избегай их. They are very dangerous people. Они очень опасные люди. Because if you associate with them, you'll become like them. Потому что если ты получишь их общение, ты станешь таким же, как они. And he says, because this happens because the soul is like crystal. И он говорит об этом, потому что душа подобна кристаллу Or you could just say glass. или стеклу. Yeah, if you have crystal or glass, and you place it up against some light source, Если вы возьмете кристалл или стекло и поднесете к источнику света, then that light, it just shines straight through. то свет пройдет сквозь это стекло. Yeah. So, in this way, if we associate, whoever we associate with, we will reflect that. С кем бы мы ни общались, мы в любом случае будем отражать. So, so you know who is this person who's warning his son not to associate with devotees, because if he does, he'll become like them. И вы знаете, что это за личность, которая предупреждает своего сына не общаться с вайшнавами, потому что боится, что он станет таким же, как они. Well, Hiranyakashipu. Yes, Hiranyakashipu.
Первый класс Демон. And he's advising Prahlad. И он советует Прохладу. So anyway, I think you understand the point. It's not a difficult point. Я думаю, все вы поняли суть, это не так сложно. And yeah, okay. So we should serve the devotees. Мы должны служить преданным. And there are different ways of serving different devotees. И существуют разные способы служения разным преданным. If someone's senior to you, you can serve them by, just ask them, can I help you, and do something to assist them. Старшему преданному вы можете задать вопрос, могу ли я что-то сделать для вас, помочь вам как-то. And if it's someone on an equal level, you can serve them by befriending them in Krishna consciousness. Равному вы можете стать хорошим другом в сознании Кришны. And if someone's junior, then you can serve them by guiding them and looking after them in their Krishna consciousness. Младшему вы можете давать руководство и направлять его на пути в сознании Кришны. Yeah, if someone is senior to you, you don't want to try to serve them by instructing them. Старшего преданного не стоит пытаться наставлять в попытках послужить ему. Yeah. You should take instruction from them. Нужно наставление получать от него. Anyway, just take this with you and try and apply it in your lives. Попробуйте принять это и применить в своих жизнях. And then you'll see that if you sincerely serve the devotees, then mercy will come to you. И вы увидите, что если вы будете искренне служить преданным, вы обретете милость. And particularly, apparently from nowhere, but it's from Krishna, an attraction to hearing and chanting about Krishna will just enter your heart. И затем внезапно, откуда ни возьмись, в вашем сердце появится это стремление слушать о Кришне. И на самом деле это стремление появится от самого Кришны. Hare Krishna. Any one comment or question? Один вопрос или комментарий, пожалуйста. Prabhu, Indranuja, Prabhu. Хороший вопрос по поводу служения вайшнавам. Ага, хорошо. Если мы служим вайшнавам, то каким образом, это вот, как вы сказали, связь, какие Кришна к нам проявляет, каким образом это еще проявляется, кроме того, как вот мы желаем служить Кришне? What other benefits do you get? Yeah. Well, you can get many benefits. На самом деле можно обрести несколько плодов служения преданным. When you go out on the street to distribute books, К примеру, вы выходите на улицу распространять книги. everyone will take a book. Все будут покупать у вас книги. Арибол! Seriously. When you cook something, it'll just be nectar. Если вы будете готовить что-то, то это будет сплошной нектар. One devotee told me that once, many years before, he was the cook, but that day he was in bad consciousness. Один преданный рассказал мне давно, он должен был готовить, и у него было плохое настроение, он пребывал в плохом сознании. Yeah. And he was cooking breakfast for the devotees. Он готовил завтрак для преданных, And he cooked halava. он готовил халаву. And you know halava. И вы все знакомы с халавой. Sure. So he made this whole lot of halava. И так он приготовил большое количество халавы. And when you make halava, you put a lot of sugar. Когда готовится халава, нужно класть немного сахара. Yeah, really a lot. Очень много. For 1 kilo of grains,
на 1 килограмм манки, не меньше, чем 1 кило сахара. Больше это возможно тоже. Это много. So he made this halaba and it went out and it was being served to the devotees. и так он приготовил халаву. Халава была предложена, и преданные раздавали ее. And devotees were very enthusiastic. Преданные с энтузиазмом отнеслись к этому. So the first devotee had some of the halaba. Итак, первый преданный попробовал немного халавы, And he just went, ugh, and just spat it out. и лицо его искривилось, и он выплюнул назад кусочек. Because our cook had put salt in instead of sugar. Потому что наш повар положил соль вместо сахара. 1 kilo of salt. Килограмм соли. Hey, oh. And it was just shocking. Это было шокирующе. So, these sorts of things may happen if we lose the mercy. Такие вещи могут происходить, если мы теряем милость. Хорошо. Хорошо. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Srila Prabhupada Ki. Go Premanande. Haribol. Гостейство Шрила Бхакти Читания Свами Махараджа Ки. Oh. Какая судьба преданного Кришнадаса, которого рассказывал? Oh, Krishna. Вот happened to him. You know, the book doesn't say. В книге об этом не рассказывается. Я никогда не встретился ним, и поэтому не был возможность спросить.